Всем привет, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня предлагаю вам приготовить очень вкусные пироженки кейк-попсы. Их называют еще тортиками на палочке. Готовятся они из бисквитного теста и крема. Окунается потом в шоколад и получается такой оригинальный десерт на палочке. Я сейчас вам все покажу и расскажу. Друзья, в этом рецепте я не буду ничего выпекать, взбивать, я просто хочу показать сам процесс сборку пирожных кейк-попсы. Поэтому для приготовления мне понадобится бисквит, у меня ванильный, который я испекла заранее, остудила и сделала из него крошку, просто вот так вот руками. Потом у меня здесь есть шоколадный крем, шоколадно-сливочный, он у меня тоже уже стабилизировался и готов к работе. И растопленный шоколад. Я соединила 1 к 1 черный и молочный шоколад. Вот растопленный шоколад. И что самое главное, для этого десерта нам понадобятся вот такие вот палочки, в которые мы будем вставлять шарики, которые сформируем. И это будет пирожный кейк-попс на вот такой вот палочке. Если, например, не можете найти таких палочек, можно попробовать сделать на деревянных шпажках или трубочка коктейльная, которая вот для коктейлей. Но больше всего подходят вот такие вот палочки. Они продаются в кондитерских магазинах и даже иногда я видела, что в супермаркетах есть. Они стоят недорого, но с ними удобно работать. Ну что, приступим к приготовлению. Смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно измельченный бисквит, который я уже измельчила в крошку. Выкладываем его в комбайн, в чашу комбайна. Также можно это сделать руками. И теперь порциями будем добавлять крем. Смысл в том, чтобы наша масса хорошо соединилась, и она не должна быть слишком мокрая, она не должна быть слишком сухой. Задача этой массы, она должна хорошо клеиться, с этой массой должно хорошо сформироваться шарик. Поэтому я сейчас положу не весь крем, соединим и посмотрим, какая у нас получится масса. Потому что если она будет сильно мокрая, будет нехорошо, не будет нормально он окунаться в шоколад. Если будет слишком сухая, естественно, мы не сформируем с вами из этого шарик. Использую я насадку вот лопатка. И сейчас на небольшой скорости соединим крем и бисквитную крошку. Ну вот я вижу, что можно еще добавить крема. Скорее всего, весь мой крем мне и понадобится. Для этих пирожных можно использовать абсолютно любой бисквит. Шоколадный, бисквит красный бархат, ореховый, абсолютно любой. И крем так же самое. Можно использовать шоколадные, ванильные, на сливках крема, на масле. Можно просто, например, испечь бисквит и шоколадную пасту, вот нутеллу. Тоже вот соединить и получится те же самые пироженки, ореховую пасту. Можно даже, например, вареную сгущенку и бисквит соединить, и тоже получится сделать из этого шарика, окунете в шоколад, и будет очень вкусно. То есть ингредиенты это должно быть бисквит и крем, а уже на выбор, какой вы хотите бисквит и какой крем, то, что вы в принципе любите, вы и ваша семья. Так, продолжаем. Я думаю, что достаточно. А ну сейчас, смотрите, попробуем скатать небольшой шарик. Вот. Шарики у нас формируются, тесто той консистенции, что нужно. Очищаем нашу лопатку. Перекладываем наше тесто в мисочку, чтобы было удобно работать.
сейчас приступаем к формированию шариков. Теперь наша задача сформировать из этого теста шарики. Можно делать это не через весы, я буду через весы делать, чтобы пироженки были одинаковые. Где-то, я думаю, по 35 грамм я буду брать. Плюс еще шоколад, наша пироженка выйдет 40 грамм. Это небольшие пироженки. Вот, отмерила я нужный нам этот. И вот легонечко делаю такой вот шарик. Катаю. Если сделать правильные все пропорции, то будет очень хорошо и удобно работать. Вот, смотрите. Сделали. И отправляю на тарелочку. И проделываем так со всем тестом. Отмеряем. Можете на глаз это делать. Если это там дома себе делать, вам не принципиально, чтобы они были все одинаковые. Так. И формируем шарик. И вот, друзья, у нас это уже последний шарик. Заканчиваем. Сейчас моем ручки и продолжаем делать дальше. Кладу в тарелочку. Так, шарики мы сформировали. Теперь нам понадобятся палочки и растопленный шоколад. Берем палочку нашу, окунаем ее в шоколад. Вот так вот, буквально кончик. И вставляем ровно посерединке, протыкаем наш шарик до половины. И оставляем. Так делаем со всеми палочками, со всеми шариками проделываем. Окунаем. И вставляем прямо посерединочке. Вот, смотрите, теперь нам нужно поставить это буквально наши пироженки в холодильник минут на 20, на 30. Или можно поставить в морозилку минут на 10. Я выбираю второй вариант, поставлю в морозильную камеру, чтобы быстрее схватились и закончить наши пироженки. Вот, смотрите, как оно выглядит. Очень интересно, оригинально. Сейчас они еще застынут, мы с вами их задекорируем, окунем в шоколад. Это вообще просто безумие. Очень вкусное безумие. Все, отправляем их в холодильник застывать и продолжим дальше работу. Ну что, друзья, достала я наши кик-попсы с морозильника. Там они у меня пробыли 15 минут, пристыли. И теперь можно начинать работать, декорировать. Смотрите, растопленный шоколад я переливаю себе в стакан. Так будет намного удобней. В такой посудине окунать. Вы можете взять шоколад белый, черный, молочный, любой, какой вы любите. Декорировать я буду вот такими вот посыпочками. Это рисовая бумага, которая вот такая вот яркая, у меня розовенькая, синяя и зеленая. Ну что, приступим.
Берем наш Kik Pops. Он уже у нас должен хорошо держаться на палочке. Берем стакан наш с шоколадом и окунаем. Окунаем полностью, чтобы весь наш шарик полностью окунулся в шоколад. Поднимаем. И теперь начинаем, держим эту палочку в руках и постукиваем по руке, взбивая лишний шоколад. Вот так стучим, и шоколад, который лишний, стекает с пироженка. Смотрите, теперь берем бугор, берем, например, синенький. Можно даже так попробовать окунуть. Оп. Так. А здесь сделать уже какими-то другими цветами. Делать нужно быстро, потому что шоколад быстро схватывается, так как он из холодильника у нас Kik Pops. Поэтому шоколад быстро застывает на пироженке. Вот, смотрите, какое у нас получилось пирожное на палочке. Так, и ставим его. Пусть застывает. Так проделываем со всеми пирожными. Декорировать можно кондитерскими посыпками всевозможными, кокосовой стружкой, орешками можно присыпать. На любой вкус. Можно просто окунуть в шоколад и ничем не посыпать. Тоже будет очень вкусно и оригинально. Ну что, давайте проделаем дальше. Если шоколад немножко застывает, вот я смотрю, у меня сейчас немного подзастыл, нужно его опять ставить или на водяную баню, или в микроволновку, немного его растопить, потому что сильно много берется шоколада на пирожное. И трудно тогда выбивать, когда мы вот так делаем, трудно тогда сбивать шоколад. Поэтому я сейчас немножко его еще подогрею. Так, ну что, я нагрела шоколад, подогрела свой немножко и могу теперь продолжать. Берем опять нашу палочку с Kik Pops, окунаем в шоколад. Я даже чувствую теперь, как легче его окунать. И теперь постукиваем по руке. Постукиваем. И лишний шоколад у нас стекает. Так, теперь давайте розовый у нас будет. Окунаем. И здесь можно синий сделать. Так, здесь еще немножко. Даем сюда синенького. Вот. Вот такой вот у нас получился. И тоже кладем сюда, чтобы застывал, мы потом в холодильничек положим. Теперь берем следующий. Покажу вам вот так, может, поближе. Окунаем его. Так. И постукиваем по руке опять. Не бойтесь, постукивайте довольно-таки сильно. Так, теперь... О, вот у меня тоже лишний шоколад стекает. Теперь окунем зелененький. Декор это вообще по вашему желанию. А здесь розовенький я хочу сделать. Привлекайте к
к этому, к декорированию ваших деток. Я думаю, им очень понравится заниматься такой творческой работой. Смотрите. И ставим сюда. Ну что, вот и готовы наши пирожные кик-попсы. Смотрите, какая красота у нас получилась. Оригинальные, необычные. Вот, смотрите, вам покажу, которая уже застыла пироженка. Вот. После того, как мы их задекорировали, они должны у нас побыть в холодильнике, может, с полчасика, и можно их кушать. Пахнут шоколадом. Можете их задекорировать, как вам нравится, и подавать гостям на день рождения, приготовить, порадовать своих деток. Смотрите, какие яркие. Вот такие вот у нас получились пирожные. Ну а я говорю вам пока-пока. До скорых встреч. Спасибо, что были со мной. Готовьте, пробуйте. Пишите комментарии, делитесь своими впечатлениями. Подписывайтесь на мой канал в Инстаграме. До новых встреч!